И снова здравствуйте! Сегодня у нас первая часть долгосрочных мировых прогнозов. Рассмотрим 15 государств. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Внизу под видео ссылка на предыдущий выпуск с картой будущих военных действий на Земле. Сегодня я опять работаю не совсем как таролог, а больше как медиум. Информация уже идет, ее очень много. Меня просят передать информацию от предсказателей прошлого, которых уже нет на этом свете. Таро лишь будут дополнять и иллюстрировать общую ситуацию. Работаем так. Конкретная страна и ее судьба через полгода, год, 5, 10 и 25 лет. Начинаем? Да, Россия. Полгода. К мнению России станет прислушиваться весь мир. Она будет одной из сильнейших стран в плане вооруженности и обороноспособности. Начинается возрождение духовности. 1 год. Величие России. Она у всех на устах во всем мире. Но еще не весь мир понял, что будущее мира зависит от судьбы России. 5 лет. В стране идет сильное расслоение на очень богатых и очень бедных. Средний класс практически нивелируется. Идет очень сильный подъем экономики и духовности. 10 лет. После какого-то будущего конфликта, разруха в стране, тотальная бедность. Россия только восстает из руин. Значит, между 5 и 10 годами должно произойти что-то очень серьезное. 25 лет. Россия стает вторым Ватиканом. К ее мнению, не то что прислушиваются, ее мнение уже практически руководство к действию. Это уже не просто Россия, это Святая Русь, это Россия-матушка. Никому не даст нарушить своих границ, и ничьих сама нарушать не будет, если ее не дразнить и не трогать. Доля России в мировой экономике примерно 14%. Казахстан. Через полгода в стране настанут очень неспокойные времена, похоже на военную интервенцию. 1 год. Благосостояние народа улучшается. Казахстан на перепутье. Он не может определиться, какая из коалиций ему ближе. 5 лет. Внутренняя самоизоляция. Большие вложения в науку и вооружение. Наращивание армии. 10 лет. Карты похожи с теми, что выпали России на этот же срок. Люди будут жить бедно. Страна будет от кого-то защищаться. Самоизоляция продолжается. 25 лет. Просматривается некая стабильность, но построена на крови и на собственных ошибках. Казахстан так и не смог определиться, политика каких стран и коалиций ей ближе. Беларусь. Полгода. Военные действия на ее территории не начнутся. Беларусь будет щитом и ангелом-хранителем для других стран. 1 год. В Беларуси все хорошо, а сама страна в числе прочих выступает судьей и арбитром во вновь созданной международной организации наподобие ООН. 5 лет. Одно из самых сильных и надежных государств в мире. 10 лет. Тяжелые карты. Страна после разрухи. Народ смотрит в разные стороны, не понимая, где правда. Похоже, как и в России и Казахстане, что-то разрушительное произойдет в интервале от 5 до 10 лет. 25 лет. Беларусь не узнать. Набив шишки на собственных ошибках, она абсолютно преобразится. Украина. Полгода. Вливания в страну еще пока будут идти, но она уже практически будет никому не интересна. Реальное руководство Украиной осуществляется извне. 1 год. Такая страна, как Украина, можно сказать, прекратит свое существование. Очень много жертв. Наступает расплата за все содеянное во вред собственного народа. За продажность, коррупцию, измены, подстрекательство и убийство. 5 лет. Территории бывшей Украины полностью подконтрольны внешним силам. То образование, которое было когда-то Украиной, словно стреножено, сковано цепями. Выхода нет. 10 лет. Процветающее государство на месте бывшей Украины. То ли это возродившаяся Украина, то ли совершенно новая страна. Народ живет богато, полная чаша. 25 лет. Разрушено все. Безжизненное пространство. Кстати, если вам интересно, фрау Елена проводит индивидуальные консультации, таро, нумерология, хиромантия.
Матрица судьбы, разрешение жизненных и семейных проблем. Пишите в Telegram. Ссылка в описании нашего канала и под этим видео. Продолжаем. Германия. Через полгода Германия меняется кардинально. Страна топит за мир во всем мире, причем не только простой народ, но и руководство страны. 1 год. Страну можно назвать голубем мира. Политика мира во всем мире продолжается и усиливается. 5 лет. Тотальное обнищание. Страна в изоляции и в активной защите от нападок извне. 10 лет. Возрождение и преображение Германии. Мирная и процветающая страна. Опять просматривается какой-то глобальный военный конфликт в промежутке от 5 до 10 лет. 25 лет. Одно из самых привлекательных в мире для жизни государства. Внутри страна полная чаша, политика полного невмешательства. Дания. Полгода. Расплата и покаяние за содеянное ранее. 1 год. В Дании тяжелая обстановка. Очень. Страна втянута в какую-то войну. 5 лет. Такого государства, как Дания, уже не существует на мировой карте. 10 лет. Все плохо. Дания, несмотря на неимоверные усилия, так и не восстановится. Но будет вмешиваться в чуждые для себя военные конфликты. Женщины пойдут на баррикады, чтобы остановить безумных мужчин. 25 лет. Совершенно другое государство, абсолютно не похожее на нынешнюю Данию. У власти женщина. То ли это преобразившаяся Дания, обучившаяся на собственных ошибках, то ли это абсолютно новая страна на месте нынешней Дании. Швейцария. Через полгода страна ударится во все тяжкие. Забыв о политике невмешательства, Швейцария полезет в военные конфликты. Но, видимо, это государство родилось под счастливой звездой, и высшие силы быстро дадут по рукам. 1 год. Наступает отрезвление. Швейцария не захочет лишаться своих денег, хотя давление на нее будет колоссальным. 5 лет. Страна полная чаша. Взаимовыгодные договоры. Возрожденный нейтралитет. 10 лет. Все хорошо. Инвестиции в науку, выгодные торговые контракты. 25 лет. Швейцария – процветающее государство. Высшие силы хранят и оберегают страну, помогают ей избегать проблем. Франция. Через полгода Франция влезет куда только можно и куда нельзя. Таким способом она попытается заработать денег и поднять собственное реноме. 1 год. Из-за помощи, оказываемой Франции неназываемым странам, которую не надо было бы оказывать, страна вынуждена будет латать дыры в собственном бюджете. 5 лет. Ситуация во Франции постепенно стабилизируется. Это не будет богатая страна, но и бедной ее тоже назвать будет нельзя. 10 лет. Глобальный мировой конфликт, который был показан ранее во многих странах, своим крылом заденет и Францию. В промежутке между 5 и 10 годами на территории Франции будут вестись бои. В итоге, по окончании этого конфликта, Франция станет совершенно другой страной. Политика экономии и разумности – ее новый девиз. 25 лет. Франция будет довольно стабильной страной. Одна проблема – это не будет суверенное государство. Управление страной будет осуществляться извне, либо это будет постоянный контроль над правительством, что в принципе очень схоже. Иран. Через полгода Иран становится притчей во языцах. В страну рекой текут репарационные деньги. 1 год. Иран – бог войны. Внутри страны все замечательно. Снаружи все его боятся. 5 лет. Иран прекращает всяческие боевые действия и как бы окукливается. Занимается исключительно внутренней политикой и экономикой. 10 лет. Страна – один из мировых лидеров. Власть крепкая, население всем довольно. 25 лет. Иран процветает. Он, как и Швейцария, под покровительством высших сил. Китай. Полгода. Страна перед выбором – воевать или договариваться. Открытых военных действий Китай вести не будет. 1 год. Скупает остатки мира, которые еще не скупил.
Торговая экспансия и переговоры вместо войн. Вот основополагающие принципы китайской политики. 5 лет. В промежутке между годом и 5 Китай все же участвует в какой-то войне. И вот спустя 5 лет он празднует победу. 10 лет. Китай – властелин мира. Всех положил на лопатки. Куплены все. 25 лет. Ничего не изменилось. Китай – процветающая страна, управляющая всем миром. Доля Китая в мировой экономике около 30%. США. Уже через полгода в Америке наступает ужас. К США куча претензий у других стран. Множество репарационных исков. Не исключены нападки на американской территории. Или же это будут удары по американским базам, разбросанным по всему миру. Из главного мирового нападающего Америка тихо превращается в защитника. 1 год. Полное перерождение США как государства. Гегемона больше нет. Кардинально изменяется политика. Меняется жизнь простых граждан. 5 лет. Америка довольно успешно преодолевает кризис. В финансовом плане она снова крепко стоит на ногах, но репарации выплачивает. 10 лет. Разрушительная война на территории США. Америка и в защите, и в нападении. 25 лет. США – одна из стран третьего эшелона. Былое величие превратилось в шик. Доля США в мировой экономике лишь 3-4%. Израиль. Очень интересное послание. В течение полугода в Израиль будут вложены большие деньги. При этом произойдет предательство со стороны союзников. Но будет соблюдена хорошая мина при плохой игре. 1 год. Перманентные боевые действия. Израиль сначала будет заключать мирные договоры, потом первый же их нарушать. Израилю верить нельзя. 5 лет. Судьба страны похожа на судьбу Украины. Такого государства просто не станет на карте мира. 10 лет. Останется только земля обетованная, без прежнего государства. Второй исход и рассеяние по всему миру. Территория есть, а Израиля на ней нет. 25 лет. Еврейские мамочки, рассеянные по всему миру, воспитывают своих детей, иудеев, и ждут пришествия Машиаха. Индия. Через полгода Индия завоевывает полмира. Ни в коем случае не войной. Индийцы тараканьим шагом расселяются по всему миру, осваивая новые для себя территории. Тем самым Индия оказывает влияние на развитие экономик мира. И не только экономик. Так сказать, растет конкурент Китаю. 1 год. Индия усиленно вооружается для защиты страны, но в военных конфликтах непосредственно не участвует. Решает только приграничные конфликты и продолжает зарабатывать деньги во всем мире. 5 лет. Мировая экспансия Индии охватывает уже практически весь мир. Бедные или даже нищие касты в поисках лучшей жизни едут во все точки мира. Идет ассимиляция, рождается много детей от смешанных браков. Индийская культура привносит свою лепту в культуры других стран, тем самым их разбавляя и обогащая. 10 лет. Индия, как и Германия, стает эдаким голубем мира. И как Беларусь в числе прочих выступает судьей и арбитром во вновь созданных международных организациях наподобие ООН. Мы увидим полное перерождение Индии в хорошем смысле этого слова. 25 лет. Индия – один из мировых лидеров и основной конкурент Китая. 33% мировой экономики – индийские. Великобритания. Полгода. Очень неблагоприятная ситуация. Финансово-экономические проблемы, бунты внутри страны, теракты. 1 год. Изменение политики Великобритании. Такого еще в истории никогда не было, но страна признает свою слабость и вынуждена будет обратиться к другим за помощью. 5 лет. Мир переворачивается с ног на голову. Великобритания тоже будет пытаться стать голубем мира, что сейчас даже представить себе невозможно. Более того, она станет вассалом Индии, Карл. 10 лет. Ничего хорошего для Великобритании. Бунты, теракты, революции, повальная бедность. 25 лет. Ни о какой мировой гегемонии Великобритании не может быть и речи.
Непрекращающиеся внутренние конфликты. Просвета не видно. Испания. Через полгода в Испании все замечательно. Эта страна умеет учиться на чужих ошибках и не повторять их. 1 год. Звезда Испании восходит и ярко сияет. Страна становится примером для подражания. На собственном примере Испания показывает, как можно решать мировые проблемы бескровно или очень малой кровью. 5 лет. Страна будет втянута в какие-то махинации. Такое ощущение, что на нее будут поползновения, вплоть до военного вторжения. 10 лет. Из конфликта Испания выходит победителем. Да, похоже, что в интервале от 5 до 10 лет будет в мире глобальная заварушка, которая затронет очень много стран. Надо этой теме будет посвятить специальный выпуск. 25 лет. Испания, как и Беларусь с Индией, будет одним из мировых арбитров. Причем у Испании будет право решать конфликты всеми доступными средствами, в том числе и военным путем, если на это будет реальная необходимость. Кстати, у Испании будет одна из сильнейших армий на земле на тот момент. Огромное спасибо. Да, очень интересная вырисовывается картина. Мир меняется прямо на наших глазах, причем кардинально. Не забывайте ставить лайки и писать свое мнение в комментариях об услышанном. А мы на этом снова не прощаемся. Но что будет в следующем выпуске, снова не скажу. Возможно, мы как раз и посмотрим, что же за конфликт будет бушевать на Земле в интервале от 5 до 10 лет, который уже просматривался в нынешнем прогнозе. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если не хотите пропустить эту информацию. И еще раз напомню, если вам интересно, фрау Елена проводит индивидуальные консультации: таро, нумерология, хиромантия, матрица судьбы, разрешение жизненных и семейных проблем. Пишите в Telegram, ссылка в описании нашего канала и под этим видео. Продолжение следует.